Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я показываю вариант торта сметанника, который всем известен с детства, все его любят. Именно тот торт, который очень хорошо нарезается. Сметанник вообще имеет такую проблему, что он бывает и крошится, и все это мы знаем. Чем я хочу также с вами поделиться, что я его выпекаю сегодня именно одним замесом, с одного замеса. И выпекать буду на одном противне и светлой, и шоколадной коржи. Вот такой шикарный разрез у этого торта. Крем к нему я беру со вкусом творожного глазированного сырка, всем известного. Буквально пару дней назад я его выставляла на канале. Пройдите по ссылке в описании к данному видео и посмотрите, как я его готовлю, этот крем. Итак, сначала я приготовлю коржи. Для коржей мне понадобится... Во-первых, к продукту у меня все комнатные температуры. Сметана у меня, не совсем такая ледяная, такая уже постояла немножко. Сметана у меня 20% жирности. Яйца здесь у меня 10 штук по 50 грамм. То есть они такой средней категории, 50 грамм вес одного яйца без скорлупы. Очень многие спрашивают в комментариях именно без скорлупы. 800 грамм сметаны. 20% жирности. Вы можете 10% жирности брать, 30%, какая у вас есть. У меня сегодня 20%, 25% может быть у кого-то. 2 пакетика ванильного сахара. Здесь у меня тесто уже я буду делать одним замесом. И на белый, и на темный корж. 500 грамм муки в белый корж и пакетик разрыхлителя. И 400 грамм муки, и 80 грамм какао-порошка, и пакетик разрыхлителя 15 грамм в шоколадный корж. И 600 грамм сахара. Сахар мы будем делать основу сразу, вместе для 2 коржей. Здесь сначала на таких умеренных оборотах миксера я ввожу сахар ванильный и обычный сахар 600 грамм. Убавлять я бы здесь не стала уже сахара, потому что многие добавляют, но я считаю, что по 300 грамм именно на каждый корж этого достаточно. Вот так вот я уже, пока у меня взбивается яичная масса, я застелила формы. Здесь у меня 2 формы 21 на 25 сантиметров. Когда просто уже увеличилась в объеме масса, я не довожу ее до устойчивости, яичную массу. Я ввожу всю сметану. На таких средних оборотах миксера я ничего здесь не взбиваю, как на бисквит. Вот такая жидковатая масса после введения сметаны у меня получается. Сейчас я взвешиваю дежу миксера вот с этим вот жидковатым тестом. И буду разделять ее на 2 равные части, эту массу. Для этого я беру еще одну емкость. Она мне потом не понадобится, она просто у меня служит как тара. И в светлую массу я всыпаю 500 грамм муки и 15 грамм разрыхлителя для теста. Здесь у меня ровно половина жидкой основы теста. И сейчас я на умеренных оборотах миксера просто все это перемешиваю. И у меня, в принципе, светлое тесто уже готово. То есть это все готовится очень быстро. Вы все это также можете замешивать ручным миксером. Я уже сразу светлое тесто перекладываю в застеленную пергаментом форму. Бумага для выпечки у меня силиконизированная, поэтому я ее ничем здесь не смазываю. Еще раз повторяю, мне 2 формы 21 на 25 сантиметров. Одна просто у меня повыше, другая пониже. А так они абсолютно одинаковые. Я разравниваю просто это силиконовой лопаткой. Ничего я здесь другого не использую. И теперь я также введу сухую смесь, шоколадную уже сделаю. Вот смотрите, в эту же дежу миксера я ее не мою. Я просто переливаю жидкую основу. Также я туда сейчас просеиваю все какао, 80 грамм какао-порошка, у меня не алкализованный порошок какао, 15 грамм разрыхлителя и 400 грамм пшеничной муки. И все это просто на умеренных оборотах миксера я сейчас просто перемешаю менее минуты. То есть просто, чтобы эта вся масса объединилась. Ничего здесь страшного с ней не произойдет. Все то же самое вы можете сделать просто лопаткой, либо же ручным миксером. Тесто такое достаточно густоватое получается, когда вот какао-масса я всю эту ввела. Если же вам кажется, что оно очень плотное, просто добавьте туда либо ложку столовую сметаны, либо воды, либо молока. Что у вас есть под рукой. Я же ничего не добавляю, потому что меня все здесь устраивает.
Я вот так разровняла просто это все лопаткой и отправляю 180 градусов Цельсия, уже разогретая духовка, вверх-вниз без конвекции. Выпекались они у меня 40 минут. Смотрите по своей духовке. До сухой шпажки выпекаем. Сейчас даю остыть им в формах, этим коржам, просто до такой степени, что я могла бы их хотя бы взять в руки, эти коржи. Я их сразу буду нарезать, при вас еще горячими. То есть здесь я не жду никакого времени, чтобы они у меня как-то там остывали, отдыхали. Им это не нужно. Но это все знают, я думаю, еще с детства, что сметанник его можно сразу выпечь и сразу собирать. Чем он нам и привлекателен в данном случае. Торт у меня потом, я обрежу обрезки с него, получится... Видите, шпажка выходит сухая и чистая абсолютно. Торт у меня получится 20 на 20 сантиметров по объему. То есть будут обрезки, но с шоколадного коржа я уберу эти обрезки на посыпку. Также можно эти обрезки заморозить и потом использовать на кейк-попсы. Это все можно сделать. Нарезаю я корж кондитерской струной. Вы же можете и ножом-пилкой его разрезать. И он у меня еще горячий, этот корж. И также я сейчас срежу с него вот эти закругленные концы. Вы же, если для домашнего чаепития, если вас как бы это не смущает, можете это и не срезать. Я же срежу просто вот мне здесь для видео, чтобы вам показать, что как его можно сделать очень ровно, красиво и буквально за какие-то там минуты работы с ним, с этим коржом. В принципе, он дольше выпекается, чем мы на него тратим своего времени личного. Вот. И вот так вот получается у нас. Шапочку вот такую срезаем сразу, и этим коржом мы будем начинать сборку нашего торта. То есть вниз, вот там, где была сейчас у нас шапочка, мы его, естественно, кладем вниз, и на нем уже начинаем собирать весь торт. И он в торте уже у нас подровняется. То же самое я делаю с шоколадным коржом. Я уже срезала с него вот эти вот бока. Он еще у меня горячий, нарезаю также кондитерской струной. Здесь у меня будет 2 коржа, а верх шапочку я пущу сразу. Видите, он горячий, с него пар идет. Шапочку я пущу сейчас сразу в блендере на посыпку. И начинаю собирать мой торт. Здесь крем у меня со вкусом глазированного творожного сырка. Проходите по ссылке в описании. Я напишу точные пропорции на этот крем. Крем идеально подходит к сметаннику. Он очень его хорошо пропитывает, очень хорошо его увлажняет. И как мы уже знаем, что, конечно же, с детства мы знаем, что сметанник, он очень сильно крошится. И здесь я даю именно ту версию, он в то же время очень сочный, получается, корж, но в то же время он не так сильно крошится вот в этих пропорциях, вот именно в разрезе я имею в виду. Он, конечно же, тоже крошится, но не так экстремально, скажем так, что его можно красиво разрезать и красиво подать, потому что сметанник есть сметанник. Я покрываю его полностью кремом. Заканчиваю я сборку торта именно тем коржом, который был у нас дном при выпекании. И просто сверху я также наношу слой крема, на который я потом нанесу сейчас крошку шоколадную. Вот такая вот у меня крошка, я ее измельчила в измельчителе. Вы же можете ее в пакете сделать, измельчить ее скалкой, либо же блендером, либо же просто между пальцев ее перетереть. Как вам понравится, что у вас есть под руками. И покрываю весь торт. Если что-то останется, можно остатки просто заморозить на кейк-попсы. И вот такой тортик у нас получается. Буквально за какие-то полчаса, не считая время для выпечки. Он делается очень быстро. И пока печется корж, забыла вам сказать, обязательно готовьте уже крем. Крем очень быстрый. И он очень быстро сделается у вас. Смотрите, как он легко нарезается. Он у меня буквально полчаса постоял в холодильнике. Я не ждала здесь ничего особо. И вот сейчас покажу вам его шикарный разрез. Именно тот сметанник, который мы любим с детства. Его можно вот так вот очень красиво подать для гостей на любой праздник. И все всегда ему рады. И вот именно с этим кремом, со вкусом глазированного сырка, я считаю, что очень хорошее и очень удачное у него сочетание. Я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.